Почему большое количество людей уезжают с Северного Кипра и покидают этот прекрасный остров? По каким причинам? Если вы досмотрите мое видео до конца, то вы узнаете, кто сейчас бежит с Северного Кипра. Меня зовут Юля, и я рада приветствовать вас на своем канале. Я уже более 3 лет живу на Северном Кипре со своей семьей и веду для вас YouTube-канал уже более 2 лет, в котором рассказываю про новости Северного Кипра, про нашу жизнь, плюсы, минусы. Я очень рада, что вы смотрите наш канал, подписывайтесь, ставите нам лайки и пишите комментарии. Если у вас возникают какие-либо вопросы, то вы с нами связывайтесь, и мы очень рады быть вам полезны. В связи с событиями, которые произошли в 2022 году, а именно с войной, очень многие люди были вынуждены покинуть свои страны и эмигрировать, куда глаза глядят. И Северный Кипр не стал исключением. Огромнейшее количество людей, которые никогда не собиралось приезжать на Северный Кипр, сюда прилетели. Сейчас обстановка более-менее успокоилась, как многие считают, и люди потихонечку стали возвращаться на родину по разным причинам. У кого-то закончились деньги, у кого-то еще какие-то причины. И со всех стран, не только с Северного Кипра, люди стали возвращаться к себе домой. Почему же именно с Северного Кипра уезжают люди? А причина вот в чем. Очень многие сюда приехали без денег. И так как Северный Кипр стал более дорогим, люди уже не могут здесь элементарно снимать жилье, учить детей, если кто приехал один, элементарно жить. С работой здесь тоже непросто. Многие люди сюда приехали и без того, что они не знают английского языка и турецкого, они не могут найти работу. Люди в сфере недвижимости, да, они находили себе работу, но сейчас рынок вырос, и вырос рынок недвижимости, уже не такой интересный, как раньше. И многие люди, и риэлторы, и не риэлторы, они уже не видят такой привлекательности на Северном Кипре, и они вынуждены отсюда уехать. То есть очень два важных момента. Это первое, уехали люди, которые сюда никогда не собирались приезжать, и у них свои обстоятельства. И второе, то, что здесь, чтобы жить, нужны деньги. И заработать здесь очень сложно, и люди вынуждены отсюда уехать. Ну и третья причина, очень такая важная, это то, что сейчас идет повальный отказ ВНЖ. Почему отказывают ВНЖ? По той же причине у людей не хватает денежных средств, чтобы показать их на счету в своем банке. Сейчас, чтобы получить ВНЖ по покупке недвижимости, вы должны каждый совершеннолетний член семьи показать на счету 12 тысяч долларов. Это я говорю цифру на конец февраля 2024 года. Если вы хотите подаваться по высокому доходу, вы арендуете недвижимость, у вас здесь нет, то вам необходимо на счету иметь 35 тысяч долларов. Сумма круглая, и она должна находиться на вашем банковском счету от момента подачи заявки на ВНЖ и, можно сказать, до получения ВНЖ, до того, как вы попадете на рандеву в полицию. Это большой промежуток времени. Если раньше, когда-то 2-3 года назад он занимал 1 месяц, там, пару недель, то сейчас это составляет 4, 5, 6, 8 месяцев. Срок очень длинный, и мало кто хочет, во-первых, иметь такие суммы, мало кто хочет замораживать эти суммы. Опция одолжить у знакомого, она уже не работает. Никто не захочет просто такую сумму одолжить или дать какому-то знакомому или другу, даже под проценты. И последняя категория людей, которые покидают остров, это люди, которые путешествуют по миру, которые двигаются дальше, они любят жить в разных местах. У них обычно онлайн-работа, они там фрилансеры, еще кто-то. Они любят познавать новое, им просто становится скучно в одном месте, и они поехали дальше путешествовать,
искать свое место под солнцем. Вот это я вам назвала основные причины и основных людей, которые покидают этот прекрасный остров. Мы уже разнакомились со многими семьями, которые здесь живут по 5-10 лет. Вы знаете, они никуда не собираются улетать, они понимают, что да, жизнь подорожала, она много где дорожает, их здесь все устраивает, у многих есть работа, дети организованы, ходят в школу, у них друзья, и никуда они уезжать не собираются. Их больше нигде никто не ждет, и им здесь очень нравится. Вы знаете, сейчас достаточно свободное время. Если мы вспомним 20-30 лет назад, как жили наши родители, они были привязаны к работе, дети были привязаны к школе, были привязаны к своему языку. И вообще у них ментальность была очень привязана. Это вот дом, работа, какие-то родственники, даже новых знакомых не пускали в свою среду, если собирались столы, то это родственники, да, и были привязаны к даче или там к деревне, у кого есть. То сейчас люди настолько свободны, я заметила, что люди находят знакомства, друг с дружкой общаются в чатах, становятся чуть ли не лучшими друзьями, семьями начинают дружить. И в любой точке мира, где они находятся, они к себе притягивают на свой пазл тех людей, которые им нужны. Дети легко знакомятся. Также сейчас онлайн-работа, сейчас онлайн-школа. Сейчас нет такого, как раньше, что мы здесь родились, мы здесь пригодились, 40 лет будем работать на заводе. У нас мышление другое. Кстати, есть люди, которые, мыслят, как наши родители. И этим людям, конечно же, тяжело перестроиться. И вот за счет рук вот этих людей, которые такие узкомыслящие, сейчас происходят очень нехорошие дела. Если бы эти люди более были креативны и как-то мыслили получше, то было бы меньше проблем, мне кажется, на Земле даже и во многих государствах. Поэтому очень классно, когда семьи легко могут взять детей, чемоданы, когда они живут, откладывая какую-то денежку, могут независимо жить, они знают языки, они смогут со своих детей сделать свободными гражданами, которые не будут шугаться и не будут приспосабливаться к этой жизни под те условия, которые им создает эта жизнь, а они будут сами диктовать свои условия. Захотели там живут, захотели там живут. Это очень важно, когда у них мышление идет не узкое, а такое широкое. Мы приехали 3 года назад на Северный Кипр. У меня муж закончил хоккей, и этот человек, он был во всех странах, он более креативный, он воспитан как-то очень так... можно сказать, современными родителями, кстати, которые тоже побывали во многих странах мира. И это дало нашей семье спокойно и безболезненно принять решение переезда. У меня муж всегда говорил, что вот я уехал из дома в 12 лет, и я хочу, чтобы мои дети тоже спокойно могли там жить. У меня не было одной школы, я не привязан к каким-то людям, там, знакомым, друзьям. Он живет в разных местах, у него много знакомых друзей. И поэтому мне очень было важно, чтобы тоже наши дети как раз-таки могли находить друзей себе в разных странах, которые могли бы общаться и чувствовать себя комфортно в разных странах. Это очень важно. Как раз у дочки был такой возраст, когда мне хотелось, чтобы она обучалась на английском языке, потому что я считала, что это эта дорога вперед, это как раз-таки раскрывает крылья. Это, знаете, как иметь водительское удостоверение, ты садишься в автомобиль, ты уже не едешь на этих транспорте, и не ходишь по этим дорожкам вниз, не смотришь, а ты уже едешь, и ты уже более свободна, как птица. Также и владение языком, также вот твой менталитет, и когда вот тебе кажется, что ты все можешь, это образование международное, это дает возможность выбора. Она может приехать и жить в том месте, где она родилась, это ее выбор, а может и не жить. Я по себе могу сказать, что закончив там Белорусский экономический университет, умница-разумница, я в другой стране без этого образования, вот этой страны, да, и без международного образования, я не смогу работать, например, экономистом и бухгалтером, как я работала в Беларуси. Поэтому я понимаю, насколько вот моя профессия, насколько мое образование очень узкое. То есть я только могу заработать определенную денежку в определенной профессии только в одной стране. Дорогие друзья, если вы хотите быть свободны, то вы думайте свободно, изучайте, собирайте информацию, пробуйте, ощущайте на себе. Да, ошибайтесь, ничего страшного. Главное, чтобы это все было во благо вам и вашей семье. И если у вас возникнет желание
желание прилететь на Северный Кипр, попробовать здесь пожить, может быть, отдохнуть, то я считаю, что делайте это. Поэтому ничего не бойтесь. Встречаемся на Кипре.